Господа, здравствуйте! Ночь, улица, фонарь. Обратите внимание, мы начинаем в сугубо интересных условиях. Мы опять ходим покупать машины всем аулом. Это всегда успешно, это нравится зрителям, кстати. Здравствуйте! Здравствуйте, как в вашем видеоблоге. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы теперь все видеоблогеры, да. Мы сегодня покупаем воистину грандиозный автомобиль, который у меня в закладках находился, наверное, более полугода. Мы его искали еще в тот момент, когда купили VR6 Passat. Уже тогда я искал именно эту тачку, и она всплыла в Питере за 370 тысяч, взорванная, все как мы любим. Из интересностей, что я когда позвонил хозяину, он был в метро. Исходя из чего, я понял, с машиной все в полном порядке, потому что она находится где-то на сохране. Но при этом она ездит же каждый день. И я понял, что, скорее всего, каждый день она ездит от метро до дома, а все остальное время она стоит или у метро, или у дома. В общем, очень интересная история. Поэтому мы думали приехать пораньше, найти ее здесь на парковке по адресу, обозначенному владельцем. Не нашли, стоим, ждем владельца. Очень интересно. Прям вчера, когда эта объява выскочила, а я, знаешь, так все время машинально, перебираю уже объявы, смотрю, выбираю S6 или сотка на турбе. И всегда 0, 0, 0, 0. И вчера такая циферка. Тын! И я такой... Корвалол, что? Где? Где это? Нет, я сначала подумал, что это не то, что надо. Это просто кто-то проставил вместо 2.3, 2.2 по запаре. И потом я ее нажимаю, а там... Мы по дороге ознакомились. Хана. Мотор есть, можно брать. Мотор есть, да. Разборки недавно. Читать ее бессмысленно. Цилиндры надо посмотреть. Турбина родная, да? Все родная? Да, да. Турбина родная, Да. Тут полностью все завод. А сколько дует она? По вот этому 2,5. 2,5 бара на... Один избыток, то есть это получается 1,5 бара. То есть она едет чисто за счет того, что с выхлопа вот так дуешь, что прям на реактивной тяге херачит. Обоссаться техника, конечно, да? Гейт, да, лютый такой прям вообще вниз. Да, гейт Он прям, чтобы больше, ровно, чем- чтобы 5 стравливать, если вдруг. Не подключен. Да это не нужно. На овербусте лучше едет. Не, ну лють. Диски от авоськи, да? Литье вот это. Вот это Но у бленда меня есть дорогущая. бленда запасная. Родная или такая Это же? родная. Нет, вот это родная. Мгм. Запасная, она, ну... Обычная, не сотошная. оригинал. Вот это вот. Или... Нет, нет, тоже бленд. А, ну просто не Только Ориго. Не Хэлла, это Хэлла именно. А мотор тот еще, да, номерной, если совпадает? Да. Все, полностью можете проверить. Я владею. А, на учете на тебе, да? Ну, учете на мне, конечно, да. Все ровно. Блокировка дифференциала, вот эта задняя есть. Все прям пушка. Ну, петли вроде еще на местности. Не, ну тут ни порога, ничего, 100%. Видишь, куда уходит? Вон, смотри. Нет, тут пороги все на вылет сразу. И пороги, и двери. Ну, двери, ладно, двери здесь обычные, отсоточные, да. Да. А так, считай, минус все двери, минус пороги. Там наверняка под бампером такая же чепуха. Да, видишь, арка такая же. Угу. Кузов здесь прям такой, чисто обкаточный. Эта арка аналогичная. То есть просто, наверное, даже на камеру не передает, но вот она вся вышла. Она зеленовата, да? Из-под молдингов тоже ржа. Двери все на вылет. Короче, это знаешь, какая схема? Эта схема ее просто... Короче, она полностью взрывается. Вообще полностью вся. Раздевается. Да, песочится где-то, где надо. И собирается заново. А посвети туда на речку. Река вся- течет. Вся засоплившаяся. Оттуда и на коробку, на ту сторону. Короче, двери на самом деле это вообще не страх. Красить ее в любом случае. Да, тут молдинги на саморезах. Все прямо хорошо. Самая дорогая, знаешь, какая во всем части? Во всей самой Audi, вот во всей листве есть одна ***ски дорогая часть. Просто конски. Самая маленькая, да? Да, вот это вот. Я ее покупал в свое время. А она стоит просто конских денег. Именно в мелочах, да. Да. Но под аккумом дырок нет. Это мелочь. Да. Стояла она, похоже, какое-то время. Ну, что скажешь, Сань? Сейчас Мы посмотрим сейчас цилиндры еще цилиндры. посмотрим. А, у вас с собой этот самый эндоскоп? Сможем свечку выкрутить, ну просто в мотор заглянуть Да, эндоскопом? конечно. Здесь прям никуда Да, не я едем. понимаю.
А много людей звонят, вообще смотрят, не? Много дураков на самом деле. За 75 которые? Ну да, за сотку заберу. Или Ага. которые серьезно заинтересованы, но они не понимают, что это не на повседнев машина. Они звонят и говорят, типа... Не, если сюда единицу положить, она будет на повседнев, да. Но придется положить единицу реально. Свечи новые, масла нету, да, на них? Свечи Но смесь бедная. оригинальные. Смесь бедная. Белая, типа. А вот тебе и капиталочка. Хона нету. Естественный износ. Вот задиры, все понятно. Хона нет вообще. Ну не супер задиры, конечно, но Ну, есть. супер задиры, ну сколько? Но риски вон наличие. Пробег там по 300, да, наверное, с чем? Нет, 500 000. Серьезно? Да. Очень неплохо для полмиллиона. Как бы, Но риски он будет здоров, да. да, ну, Да, у нас- вот они прям. Да. ну Хона нету, видишь, что, просто я уверен, там гладкое зеркало. Все. Ну, вон масляное отложение, короче, что-то с башкой делали, блок, походу, не трогали вообще. Башка вон сверху чистая, видишь, какая, да? Клапан. Да. Да, голова здесь новая, реально. Прям вообще. Все чисто, Смотри, хорошо. вот здесь, кстати, чуть-чуть потеет вот с этой стороны. О, смотри. Клапан. Отодвигаем защиту. Да? Потеет от чего? Из-под башки ты имеешь? Из-под клапанки, да? Это Вот херня. в этом вот районе. Ее все равно снимать. Вот эти уже пободрее. О, это жестко. Что-то попадало, что ли, свеча падала, как будто бы. Если цепь обрывала, может быть, осколки те и разлетались. клапанов. Мгм. Рисовал? Да, чисто гладкий цилиндр И небольшой. они все одинаковые, смотри, да? Да, Пятый не перегрет даже. Никаких стрессов не было мотора, чисто возраст и все. Сколько он еще так проходит? Смотри, реально, старым машинам хон не нужен, по сути, да? Да, в Современные который раз не мы нужны. это уже Да, видим. именно вот здесь вот прям, да, есть. Клапанка? Ну да. И, короче, вот там нижний патрубок антифриза чуть-чуть. Ой, смотри, поршни мыли, вот. Поршень чистый, реально. О, секунду, это что такое? Это вот эти клапана. Это то, что на поршень пролетело. Да? Ну да, значит вниз не лазит. Да, низ. Стопудово не лазит. Ну, при этом как работает, да? Да, не дымит, ничего. Мгм. Ну, 5 котлов он. Слушай, да я уверен, у него компрессия сейчас такая же будет, типа там, ну, не меньше 11. Единственное препятствие, которое я вижу, это малярка. Малярка будет очень печальной. Прямо максимально. Она будет просто убивать вообще изнутри. Ну что, Сань? Очень много но. Угу. В целом, как машина, она типа имеет право, да, на существование, но очень много но. 3 дюйма, брат. Звук очень душевный. Здесь просто, знаешь, идут серии, потом мы начали заниматься кузовом, и серии перестали выходить. И они не выходят вообще. Короче, в чем основная проблема этой тачки? Потому что мы хотим взять ее не отдохнуть, убить, короче, и забыть. А это же сотка S4, то есть когда... Для меня это машина, которая... Это первая иномарка в нашей семье. Это Audi 100. Это легендарная машина. Это максимальная Audi 100 из всех, которая только могла быть. Даже лучше, чем на 4.2 моторе. Она мне очень нравится внешне. Она устанавливала рекорды скорости. Это максимальная Audi из того, что когда-либо выпускалось. Самая лютая, самая легендарная. И по сей день непревзойденная по многим параметрам. Это Торсон. Настоящий Торсон. Механический полный привод. Механика на этом приводе. Она не рулится абсолютно. Она чисто на мощность, на... какой-то позитив. И это первая иномарка в моей семье. Только та была на минимальном моторе 2 литра, 101 лошадь. Самая слабая Audi 100. А это самая мощная. Ну, конечно, есть 4.2, которая в стоке будет чуть помощнее. Но сток для Audi S4 это начало. Очень интересно. И выглядит просто это реально вот, блин, это 1 000 000 рублей. Я сразу это вижу, и я понимаю, что здесь никаких ошибок она не простит. Это страшно. То есть это тот самый редкий случай, когда мне страшно браться. Я поэтому даже не хочу сейчас за нее садиться. Она стоит по объявлению 370 000 рублей. 370. И когда она будет похожа на машину, это 1,5, ты понимаешь? Вот стоит 1,5. Она выглядит лучше. Она выглядит хорошо за 1,5. А здесь 1,5 будет... Вот просто переведи камеру. Вот это. Блин, ну это максимальная боль.
Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Слушай, ну, Ну, все неплохо на самом деле. то есть у нас есть техника, да, ты хочешь сказать? Вездено, да. Но она вот особо ничего не гремит, рулится, тормоза работают, ускорение нормально, по мотору все неплохо реально. Там свои 300 сил есть. А какая-то тюненная кулиса непонятная стоит. Короткоходка, да, по ней Можно видно. Между первой Ну, и кулиса-то задней, это, да. А что по деньгам-то? 370 там стояло. Да, стоит. Ну, говорю, договориться можно. Какая ваша цена? Мечта Как вы тракториста. Ой, сейчас начнется, да. хотите? Ваша цена 300. Да, 300 хоть сейчас. Давайте 315. Я, ну, плюс с собой вам еще 310. Да нет, 315. Вот давай. это вонь, Я даю надо. еще вам ксенон, полностью комплект. Много всего. Бампер есть, да, я пробовал? Да, Да, есть. бампер Он есть. новый полностью. Такой же, как и крылья. Я их вместе заказывал. И реснички под фары тоже такие же. Ну, он какой-то Ай, тюнинг ладно. или стандарт? Я пожалею, но спасибо тебе. Жалеть надо один раз. Я несу деньги. Слушай, это, наверное, первый раз за последние лет 5, когда я прям переживаю. Тоже здесь такая же? Очень смешанные чувства. Понятно, почему. Очень смешанные чувства. Я прям переживаю. Don't worry. Мне не из-за чего переживать. Я бессмертный в плане машин, я это знаю. Тем более у меня есть вы. Еще не было случая, когда вы говорили «Все, Костян». Это никак. Но здесь я прям переживаю. Очень, действительно, очень смешанные чувства. Я боюсь. Я не хочу просто уйти в кузовню. Мы недавно выпустили видео о том, что мне не нравится, как сейчас выглядит мой канал, да? И я вот уже вижу эту историю. Это тоже болото. Мне кажется, мне надо просто вгрызться, чтобы вот жить с малярами. Чтобы прямо каждый день. Привет! Это я. Почему ты не шкуришь? А где пороги? Вот это все. То есть за него придется прям бороться. Но, блин, мне прям печально. Я не хочу, чтобы это было как всегда. Это слишком личное, чтобы просрать ее. Дно там есть все, да? Но есть, да. Оно, конечно, получало в свое время, но оно все в чисто наличии. пороги опять. Да, да. Вот Меня вот Да, пугает, да, знаешь, вот отсюда. Видно вот всякие Ноги моменты. задние вот эти вот. Вот здесь вот, видишь, все такое. Но ржавая пока. Да. Ну здесь смотри, полиуретановые эти сайлентблоки. Да, уже уже по стоят. классике все. Да. Рычаги задние С красились. серебряночкой. Мгм. Забота. Да, тут, конечно, происходило некое удешевление ремонта. Слушай, ну по виду можно поднять. Главное то, что все вот эти элементы, они, то есть они не сгнившие, они все есть. Это очень радует. Да. Это кулек так интересно висит у него. Да, это кулек. Да кулек я бы другой перешел, конечно. Фронтальный Висит он может? прямо мне не нравится. Не-не, тут надо вот за этим месочным бампером точно аккуратно фронталка впишется и все. Вот это аккуратно, масса идет, смотри, косичка прям вообще не вызывает Огибает. никаких Огибает подозрений. за- Просто, ниже, под рамни. просто нету претензий, нету. Она идет причем реально прям прикручена к блоку, туда, на стартер, на него же. Мгм. В общем, да, она потрепанная, конечно, пожеванная чуть-чуть, но пока что ничего как бы нерешаемого я не вижу. Но кузовщики поприкалываются. До сих пор очень с трудом верится, что эту машину мы в принципе нашли. Серьезно. Ну потому что полгода она у меня была во всех возможных подписках, закладках, в чем угодно еще. Я просто ждал, пока выскочат эти варианты. И вот он выскакивает раз в 3 месяца, а там в документах 174 силы. Очень удобно. Да, это значит, что это кривая обычная C4 сотка с вкинутый в нее АН мотором. Или просто криво затаможенная. Или это вообще конструктор, собранный из 3. Короче, вообще не то. Но однажды все-таки она выскочила. Поэтому, если хотите так же, как и я, найти машину мечты, заходи на дром, ищи свою любимую машину, потому что, как вы видите, даже из этого скрина по всей стране сейчас таких машин прям практически ничего нет. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Удачи! Прикольно, бус такой поздний, но приход. Прям такой, да, это вот. О, с 3000 такой. Отсечка 7+. О, боги, надо быть аккуратнее. Очень интересный демон. Вас сзади забирает там, нет? Да, что же забрало?
Слушай, такой приход прямо интересный. Он сначала не едет, и из трех такой... Как не ураганить, когда такая лютая? 7200 отсечка. Ай, да, Карабас там... Карабас странный, кулиса кастомная, передачи так себе чувствуется, конечно. У нас еще бустометр штатный есть на приборке. Он показывает все время что-то там единица, полтора. То есть буста тут прям будь здоров. Но этот выхлоп мешает. На нашей Audi на 2 литрах было не так. Надо сказать, не, давай лучше передачу повыше, обороты поменьше. По снегу сейчас не разложиться бы. Слушай, это у нас 4-я и на 60 2000. Еще есть 5-я, которая также везет. 5-я свезет с 60 на 1500. И вообще не грустит. И какая она при этом стабильная, да? Помнишь, мы на Allroad выехали, там такое желе, там, понятно, подвеска неисправная. Но здесь, походу, все в полном порядке. Тормоза в наличии хорошие. Не работает датчик температуры двигателя на приборке. Он вообще ничего не показывает. А также, соответственно, не работает датчик температуры масла. Работает только давление масла, часы и топливо. Все. Но, слушайте, я вспоминаю нашу родительскую семейную Audi 100 на 2 литрах. Там, конечно, все было сильно проще. И там не было этих приборов, и половины этих кнопок не было. Естественно, вместо климата там было просто 3 крутилки обычные, классические. Кнопки блокировки заднего дифференциала также не было. Кстати, здесь она тоже не работает. Да, я вспомнил, вот эта штука двойная, надо же, у пассажира. Одну ты можешь на стекло направить, чтобы не потело, а вторую на себя. Но есть отличие. У нас в сотке вот здесь было горячее-холодное, а вот здесь было дуть-не дуть. Как в BMW у нас в сотке такая же фигня была. Здесь такого нет, здесь обе дуть-не дуть. Из центрального дефлектора здесь нельзя выставлять горячее-холодное. Возможно, это из-за климата. Скорость, кстати, небольшая. Это кажется, что мы ураганим. Мы едем реально сейчас 110 км в час. Очень запас большой под педалью. Просто сумасшедший. И это чувствуется. И мы на 4000. Знаете, если в других тачках у тебя запас именно под педалью ощущается на моменте, сколько ты ее прожимаешь, то здесь сколько ты крутишь мотор. Потому что здесь с 4000 примерно начинается самое веселье. Супер стабильное шасси, мне это очень нравится. Насколько она прямо вот... Мы едем на летней резине в +1 в лютую слякоть. Ощущение уверенности. Даже не уверенности, знаешь, а вседозволенности какой-то. То есть прямо хочется раздавать. Мы просто этого не делаем по соображениям здравого смысла. На одометре 466 920 километров. И эта крошка сейчас поедет, наверное, около 8, я думаю. Давай, трогаемся в стиле кватро. Ты понял, я просто бросил сцепу с 6. И все было в порядке, прикинь. Я тупо бросил сцепу с 6. Братан, это мясо, смотри. Вот это дичь! Вот это лють! Я не помню еще такой тачки, на которой я просто с 5000 с отсечки бросал сцепу, и дальше она выгребала сама. Это вообще не мои проблемы. И она шлифует по асфальту 4. Давай, это дерьмо. Давай мериться. Ровно, 7 ровно по мокрому, вот это конь, 7 ровно по мокрому, да, при том, что всю первую мы шлифовали 4 колесами, и это было крайне жестко, это неплохо, ребята, для такого зацепа. Это, конечно, немного по современным меркам, и понятно, что этими там 6+ сегодня мало кого удивишь, для этого требуется... Ну, там типа 250 сил, допустим, всего лишь, учитывая, что у нас тут в стоке 220. Но
мы не забываем, что этот мотор — это всего лишь заготовка под корч. 220 сил здесь — это обкаточные заводские значения, которые мало кого интересуют. Простой бустап уже дает под 300, а при нужных манипуляциях здесь будет 350-400 сил. И тогда эта штука должна ехать, ну, я думаю, 5. Я думаю, надо ставить такие цели, чтобы было 5. 7 секунд, братан! Вся первая шлифовала, по-моему, да, по ощущениям? Первая просто вся, и при этом 7. Смотри, как она на второй выпрыгивает. Естественно, да, вторая это 100, даже еще до отсечки не доходит. Помогает, наверное, еще и 18-е колеса большие как раз. Короче, по сухому я верю в низкие 6. Прям реально очень похоже. Давай! 6,8! 6,8 по мокрому, пацаны! Вот это метет! Вот это метет! Выезд из 7 по мокрому сразу же, без зацепа. Практически вся первая передача мимо, потому что она просто шлифует. Просто с места, газ в пол, отсечка и бросаем сцепление. А дальше работает кватро. Это космос. Это просто космос. Мне очень нравится. Это отличный результат, я считаю, для погоды плюс 1 градуса, снега, летней резины. У нас нет ничего для того, чтобы она куда-то ехала. Никаких контроля тяговых усилий, стабилизации, ESP, распределения момента. Ничего этого нет. Есть только торсен, первая передача, отсечка 7200 и буст с 3000. Обалдеть, обалдеть. Она делает невозможное. Мне кажется, мы достигли прям предела. Не знаю, получится ли еще. Ну да, первая все равно вся мимо. И вторая 6,8. Также стандартно. 6,8. Отличный результат. Я считаю, надо останавливаться на этом в такую погоду. Ни о чем другом мы не можем и мечтать. Так что у нас все просто пушка. Я считаю, все удалось. Прям молодец, тачка. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Капитан Блан, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно гоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Капитан Блан, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно гоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Капитан Блан, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно гоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Что ж, и снова я стою у еще одного взорванного немца, и черт побери, мне он нравится. Это дикий антураж, дикая локация, которую мы нашли. Это действительно настоящие 90-е. И как она бы здесь в 90-е очень бы подошла, да? Она 94-го и где-то в 98-м прямо здесь мы могли стоять с вами абсолютно так же, с тем же видом. Я уверен, здесь ничего особо за это время не поменялось. Она очень похожа, знаешь, на что? На Е34 из фильма «Жмурки». Там тоже бампера не было, морда битая, зад. Вот прямо это оттуда. Вот прямо это она тачка. И черт побери. Она, да, не лучшим образом выглядит, но и я не компрессорный Range Rover, согласитесь. Она едет очень взрывоопасно, очень интересно, и мне это нравится. И получается, что она сама мне при этом нравится, и это все-таки первая иномарка в моей семье. Audi 100. Это то, с чего я понял, какими могут быть машины, когда пересаживаешься на них с «Жигулей». Потому что тогда у родителей еще была ВАЗ-2103 79 года, а я себе тогда уже купил ВАЗ-2108 87 года. В состоянии, конечно, лютом. Тройка у нас была нормальная, моя восьмерочка была полностью усосанная. И тогда же у родителей появилась сотка. Вместо нее
вдвоем мы тогда думали купить Volkswagen Vento. Но это третий Golf с багажником, если кто не знал. Но за эти же деньги мы взяли минимальную Audi 100 на 2 литрах. И сегодня, когда я еду на этой машине, у меня одновременно и очень теплые воспоминания о той нашей соточке. Пусть на минимальном моторе, на тряпочке. По-моему, там даже были механические стеклоподъемники, если я не ошибаюсь, уже плохо помню. Фотографии сейчас я ее наставляю. Тем не менее, у нее было мятое крыло, она была просто серебристая, без каких-либо изысков, без ничего. С этой надписью на заднем стекле Procon 10. Напоминая вам, это такая система тросов, которые огибают двигатель, идут в салон и приходят к ремням. И если вы врезаетесь в дерево или столб, и когда мотор начинает идти в салон, эти троса автоматически натягивают руль и засасывают... они натягивают именно руль, правильно, и засасывают его в торпеду. То есть при ударе у Audi соток руль уходит внутрь торпеды, а ремни безопасности натягиваются. Таким образом разводят вас местами. Судьба нашей Audi 100 в семье довольно печальна. Мама однажды поехала также по весьма печальному событию в связи с гибелью родственника в город Бокситогорск, где я провел все детство. И на этих расстроенных чувствах улетела с трассы и срезала 2 вот таких дерева этой самой Audi. И одно из них дошло прямо до лобового стекла. Мама тогда тоже получила небольшие травмы, некоторое время лечилась, но машину мы после этого сдали на разборку, потому что восстановлению она не подлежала. Это такая, да, моя, в общем, история. Не знаю, кому я это рассказываю, но тем не менее, чтобы вы понимали, что для меня значит Audi 100. Для меня это было очень круто и какой-то частичкой вот той светлой жизни, с жизнью за гранью АвтоВАЗа, тогда уже, в начале 2000-х. Сегодня же я просто понимаю, что это очень крутая тачка, которая очень харизматично едет, с чудовищным потенциалом. И почему я в Инстаграме и, по-моему, в начале этого видео называл этот мотор максимальный, мне все говорили, стой, ведь есть же еще 2.6, есть еще 2.8, есть еще 4.2 на худой конец, эта машина могла быть на V8, но, ребята, сток 220 сил здесь — это только обкатка, как я и говорил. Это всего лишь начало офигенной истории. Плюс этот мотор как-никак легче, чем V8. Она и так никуда не рулится, но с V8 она не рулится вообще. А с этим мотором это более-менее. И, естественно, что я могу дать этому автомобилю, этому миру, как человек, который занимается автомобилями, как человек, который ими болеет, что я могу сделать для него хорошего? Я могу просто взять и сохранить эту легенду. Это должно стать некой данью этой культуре, некой дани этой легенде, чтобы она жила дальше. Уже в следующей серии мы полностью разорвем эту машину на части. Конечно, сначала надо покрасить 2 крыла, повесить бампер и, честно говоря, встать на учет. Ну еще поменять лабаш, потому что, скорее всего, с трещиной на лабаше не встанут на учет. Хотя точно знаю, что в регламенте трещина в лабаше не является отказом для рек-действий. Запомните это. Но все инспекторы этим злоупотребляют и отказывают в рек-действиях с трещиной в лабаше. Это незаконно, чтобы вы понимали. Но, тем не менее, мы все равно его поменяем, потому что трещина в лабаше — это причина не пройти техосмотр, а пройти нам его придется. Короче, в следующей серии ставим на учет и разбираем ее полностью до болта. Машина просто взрывается в лоскуты. После этого кузов уезжает в малярку. Нам нужно найти много нового железа, потому что кузов, я имею в виду, потому что эти двери, этот капот, скорее всего, багажник, его не спасти. Это нужно все новое. Закупается деталье, нужно найти салон. Короче, эту машину нужно поднять с колен. И самое главное, ждать этого не придется долго. Мы встречаемся с вами здесь, на этом же месте, на основном канале в YouTube Академик, ровно в четверг в 7 вечера, ровно через неделю. Так что, ребята, до скорой встречи через неделю. Удачи нам, этой Audi 100 S4. Удачи огромной вам. Спасибо, что смотрели это видео. И пока. Поэтому мы и не ставим в этой серии зимнюю резину, потому что пока она будет делаться, появится зацеп. И тогда, ребята...